Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что у вас должно быть на кухне и чего не должно быть на кухне для того, чтобы в вашем доме, в вашей жизни всегда были деньги, изобилие, достаток, благополучие, счастье, радость, любовь. Это очень важные моменты, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете очень много полезного, важной и нужной для себя информации. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии пропишите следующую волшебную фразу, которая Вселенная обязательно приумножит для вас. И звучит она следующим образом. Я, далее ваше полное имя, с легкостью и радостью принимаю деньги этого мира. Истинно да будет так. Еще раз. Я, обязательно ваше полное имя, с легкостью и радостью принимаю деньги этого мира. Истинно да будет так. А мы с вами, друзья, начинаем. Кухня – это особенное место в доме, и очень важным является то, чтобы содержать ее в чистоте и в комфорте. Изобилие, присутствие денежной энергии зависит от того, в каком состоянии находится ваша кухня. Здесь не только готовится еда, но и собираются все члены семьи за обеденным столом, делятся впечатлениями за целый день, строятся планы на завтрашний день, совместно обсуждаются возникшие проблемы, поэтому важным является присутствие положительных энергий, ведь только при их помощи и содействии можно многое получить в свою жизнь. Почему важным считается чистота и порядок на кухне? Да потому что деньги неравнодушны к идеальному порядку. В прежние времена кухни относились с особым вниманием, своевременно старались избавляться от вещей, которые несли в себе тяжелую энергетику бедности и неудач. Что это за вещи, которым не место на кухне, из-за чего может страдать ваше финансовое благополучие? Прежде всего, вам стоит обратить внимание на то, в каком состоянии ваша посуда, из которой вы едите. Наверняка у многих из вас найдется что-либо из посуды с трещинами или с незначительными сколами. Ведь бывает, что не так просто расстаться, например, с любимой тарелочкой или чашечкой, если на них есть незначительные дефекты. Это можно объяснить излишней сентиментальностью или, простите за слово, жадностью. Но вы даже не представляете, какой вред вы себе этим приносите. Такая посуда не только лишает вас удачи, как на работе, так и в личной жизни, но и своим присутствием притягивает к вам бедность, финансовые затруднения, проблемы со здоровьем. Вы храните треснувшую посуду, этим самым обрекая себя на одиночество. Вы, наверное, слышали такое выражение, что разбитую чашку нельзя склеить. Как вы думаете, что она может в себе таить? А всего лишь то, что нарушатся семейные отношения, ссоры возникнут и, можно сказать, на ровном месте, и что в итоге это приведет к разводу. Срочно, не откладывая надолго, пересмотрите всю свою посуду. Избавьтесь от нее без сожаления. Этим вы убережете себя и членов своей семьи от многих проблем. Так в этих трещинах и сколах может осесть и темный негатив, притягивая ко всем членам семьи неприятности, проблемы и болезни. Лучше всего это сделать на убывающую луну. Заверните эту посуду в чистую ткань из хлопка. Можете для этого использовать любого цвета. Сверху посыпьте мелкой солью и вынесите из дома. Далее оставьте в мусорном контейнере со следующими словами: битую посуду выношу, с ней энергетическую связь рву. В этом соль мне помощь окажет, лунный свет счастью дорогу в мой дом укажет. После того, как проговорите эти слова, уходите, не оглядываясь. Ничего хорошего не будет происходить в доме, если не убрать из него негатив, не освободить место светлым энергиям. Избавившись от треснувшей и со сколами посуды, купите новую, пусть даже недорогую посуду, чтобы она вас обязательно радовала, притягивала в ваш дом приятные моменты, положительные эмоции. Это будет первый шаг к изменениям в вашей жизни. Пустая тара, банки, бутылки на кухне, они наполнены энергетикой пустоты. Это уже само за себя говорит. Вряд ли в вашей жизни будет присутствовать достаток и благополучие, если хранить ее на постоянной
постоянной основе, то деньги водиться не будут. Категорически запрещается держать пустые банки и бутылки на столе. Этим вы привлечете в свой дом нужду и другие неприятности разного рода. Если кто-то у вас угостил баночкой с консервацией, с какими-то вкусняшками, то ни в коем случае нельзя возвращать ее пустой. Обязательно положите в нее конфеты, печенье или что-либо другое съедобное, что то, что вы отдали с банкой, вернется к вам в большом размере. Если же отдать пустую банку, то ваша жизнь станет более пустой. Вы можете потерять то, что для вас имеет важное значение. Чтобы в пустой таре не поселилась нечистая сила, негативные энергии, ее нужно держать перевернутой вверх дном или, как вариант, накрывать полотенечком. Особенно это касается темного времени суток. Если пустая банка треснула без причины, то это будет предвещать вам денежные трудности или семейные проблемы. Ну а чтобы этого избежать, вынесите треснувшую банку из дома со словами: «Тот негатив, что ты вобрала, в доме не оставляю. Когда тебя из дома выношу, сразу что-то новое в него приглашаю». Если вы разбили во время ссоры пустую банку или бутылку, обязательно вынесите осколки из дома побыстрее. Очень опасным считается хранение банок и бутылок с трещинами. Этого нельзя делать по той причине, что вам могут постичь вас серьезные конфликты, денежные потери, и удача просто-навсего отвернется от вас. Также на вашей кухне не держите пустыми конфетницы, фруктовницы, медовницы, так как они будут притягивать негативную энергию в своей пустоту. Обязательно в них должны быть конфеты, фрукты, печенье. Из фруктов это может быть апельсины, яблоки, киви, мандарины. Тогда они будут привлекать в ваш дом достаток, благополучие, изобилие. Помните о том, что то, что вы часто оставляете немытую посуду, банки на кухне, приведет к тому, что неприятности станут вашими спутниками, а деньги перестанут задерживаться в доме, так как грязная посуда не только притянет, но и будет приумножать негативную энергетику, что станет серьезной причиной проблем и постоянной нехваткой денежных средств. Грязная посуда – это нехороший знак. Она собирает и распространяет негативную энергию по дому. В результате ухудшается самочувствие, провоцируется развитие разных болезней, блокируются денежные каналы, а это приводит к нехватке денежных средств. Если немытая посуда остается на ночь, то это очень плохая народная примета. Считается, что такая посуда притягивает в дом неприятности, ссоры и нужду. Такая посуда притягивает в дом и темный негатив. Остатки еды притянут злые сущности, а вы будете использовать эту посуду для еды, то в результате будете подвержены серьезным проблемам, которые будут касаться разных жизненных сторон вашей жизни. К тому же это может привести к таким последствиям, что незамужние женщины долго будут оставаться одинокими, возникнут сложности в поисках нового места работы. Доступными будут только те вакансии, которые имеют низкую зарплату. Далее немытые чашки. Они приведут к отсутствию взаимопонимания со всеми людьми в вашем окружении, что значительно отяготит вашу жизнь. А вот грязные кастрюли женщина может остаться без своей второй половинки. Если грязная посуда остается на ночь постоянно, то в очень скором времени это приведет к большим денежным проблемам и в результате к безвозвратному безденежью. У пары из-за грязной посуды могут испортиться отношения, возникнут недопонимание, неуважение и предвзятость. Даже в гостях запрещается мыть грязную посуду, потому что таким действием можно нарушить энергетику своего дома, принеся домой чужой негатив, который вы соберете в процессе мытья посуды, а вода ко всему еще это все и приумножит. К тому же такая посуда – это неуважение к домовому. Обидевшись на такое отношение к нему, он может уйти совсем, оставив дом без поддержки или, что еще хуже, начать вам пакостить. Те, кто занимается домашней консервацией, должен хранить пустую тару в специально отведенных для этого местах. Это может быть шкаф в кладовке, полки в погребе и другие места, но только не кухня. Испорченные продукты. К сожалению, очень многие хозяйки стараются покупать продукты впрок, делая большие запасы, складируя их на полках в кухне, в холодильнике, а потом по какой-то причине не успевают вовремя приготовить и съесть еду из них. Каждый из продуктов, помните, имеет свой срок годности. И вы знаете, что все, что нас окружает, наделено своей особой энергетикой.
Продукты питания не стали исключением. Когда они наделены положительными энергиями, то нашу жизнь наполняется благоприятными моментами, радостью. С их помощью мы получаем нужные для организма энергетические силы. От них зависит напрямую и наше здоровье. Витамины, минералы – все способствует тому, что наша жизнь наполняется благополучием. Работа удается, планы свершаются. Но что же происходит, если продукты портятся? Истекает срок годности, и они наполняются уже не положительной энергетикой, а наоборот негативной. Если употреблять такие продукты в пищу, то они ничего полезного вам не принесут, кроме большого вреда. Негатив, поступающий в ваш организм, перекроет денежные каналы. Возникнут проблемы финансового порядка, да и на эмоциональном состоянии это резко отобразится, так как негатив несет в себе разрушающую энергетику. Возникнет нервное расстройство, апатия, не будет хватать сил на решение сложных задач и преодоление всевозможных трудностей. Все будет валиться из рук. Поэтому такие продукты ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. А что же делать, чтобы не допустить их порчи? Во-первых, нужно покупать только необходимое количество продуктов питания, то есть столько, сколько вы можете съесть в ближайшее время, при этом обращая внимание на сроки годности. Во-вторых, чтобы не допустить того, что продукты могут испортиться, регулярно нужно делать ревизию того, что у вас хранится на полках, в холодильнике. Если вы видите, что сроки истекают, постарайтесь найти этим продуктам достойное применение. Например, поделитесь с теми, кто в этом нуждается. Если же все-таки испортились хлеб, крупа, каши, скормите птицам. Готовую еду отдайте животным, но ни в коем случае не выбрасывайте в мусорные контейнеры. Таким действием вы притянете в свою жизнь негативные последствия, от которых достаточно сложно будет избавиться. Поэтому лучше до этого не допускать, чем потом думать, как же исправлять произошедшее в своей жизни. Также испорченные техники не место на вашей кухне. Энергетические потоки, которые передвигаются по кухне, больше всего отражаются на бытовой технике. Это они на энергетическом уровне улавливают то, какие это энергии. Если положительные, они прекрасно работают, если негативные, то ломаются. Поломка техники может предвещать события, которые вскоре произойдут в вашем доме. Если выходит со строя что-либо в выходные или праздничные дни, значит, кто-то желает навести на вас порчу. Если это случилось в будний день, то вы избежали такого воздействия. Ваша техника приняла на себя негативный посыл, который предназначался вам. Если что-либо из техники выходит из строя после того, как в доме побывал гость, то значит помыслы его были недобрыми. Он пришел к вам с завистью, со злостью, вам срочно нужно принять меры по очистке жилья от негатива. То, что сломалось, подобрало на себя негатив, и чем дольше такая техника будет находиться в вашем доме, тем сильнее ее негативное воздействие на вас. Если подлежит ремонту техника, то срочно отремонтируйте. Ну а если нет, избавьтесь от нее любым способом. Отдайте в мастерскую на запчасти или выбросьте, но не храните ее на всякий случай. Такого случая вам не представится. А вот ощущать на себе негативное воздействие, которое она будет излучать, вы точно будете. С ее помощью заблокируются сильные светлые потоки, а также денежные. Притянутся неурядицы в семье и многое-многое другое. Не стоит хранить эту технику, которая новая, но вы долго ней не пользуетесь. Во-первых, техника с каждым годом совершенствуется, а во-вторых, даже такая долго хранящаяся техника перекрывает в дом доступ светлых энергий. Подарите, продайте, но, пожалуйста, не храните. На место старого обычно так заведено, всегда приходит новое, которое будет вас радовать и приносить вам обязательно удовольствие. Не место на кухне и старым рваным полотенечком, тряпочкам, мочалочкам. Они-то настоящие магниты для негативных энергий, способны накапливать их в себе в большом количестве и с большой силой распространять по дому. А вы, беря их в руки, вы будете подвергаться его воздействию, что неблагоприятно скажется на вашем биополе, вызовет депрессию, апатию, неспособность правильно воспринимать все то, что будет происходить вокруг вас, а также принося вред и всем живущим в этом доме. За их чистотой нужно тщательно следить, вовремя стирать, а также производить замену на новые.
Не стоит держать на кухне и сухие цветы. Это все-таки плохая идея, так как они наделены мертвыми энергиями. От них не то, что нужно избавляться, а просто-напросто не стоит даже заводить. Многие считают, что букеты из сухостоев долговечны, не требуют ухода, но не знают, что с их помощью можно навлечь на себя, на членов семьи проблемы со здоровьем, нарушить их сон, в личной жизни, спровоцировать ссоры и недопонимания в семье. Очень хорошо было бы, если бы в кухне на подоконнике поставить горшочек с лавром. Такое растение своей энергетикой наоборот притянет в ваш дом изобилие, финансовое благополучие и радость. Также вы можете на подоконнике завести такое растение в горшке, как мята. Друзья, как вы уже поняли, порядок на кухне – это залог вашего достатка и благополучия в доме. Красивая, уютная и чистая кухня – это не только гордость хозяйки, но и положительные энергии, которые на ней витают, притянут в вашу жизнь много хорошего, а это украсит и улучшит ее. Обязательно пересмотрите свое отношение к тому, о чем мы сегодня с вами поговорили. Проведите ревизию данных вещей, избавьтесь от них без сожаления, это поможет изменить вашу жизнь к лучшему и, что немаловажно, избавиться от существующих проблем. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях обязательно пропишите следующую волшебную фразу: «Я, ваше имя, с легкостью и радостью принимаю деньги этого мира, истина да будет так». Это очень важные слова, поэтому рекомендую вам не лениться и их прописывать. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам, друзья, мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.